Салют, марафон Европа-Азия. Сегодня столица Урала, в центре Екатеринбурга. Держано по-уральски стартанули в тишине. С учетом то, что трасса по 10 километров, можно один круг первый так протестировать самочувствие. Как-то в тишине проходит. Вообще. Вы первый раз бежите? Начали тихо. Где болельщики? Первый раз бежите или нет? В Йобурге, первый да? Да. Тоже? раз, Я да. тоже. Поэтому для Откуда? меня из Москвы приехал. Мы из Тюмени. Мы специально приехали из Тюмени, чтобы Молодцы. пробежать В Москву приедем в сентябре. Да? Взяли слот? Да. московский. А какие планы на московский? Ну, выбежать из 4, чисто для души. А на этот На этот? Выбежать из час 50. половинка? Да, Замечательно. А какая в течение этого года? Уже половинка или марафон? Третья. Официальная вторая. В Казани час 53 было. В Казани час 53. Сейчас думали чуть побыстрее, но Он лучше бегает, просто меня выбегает в я этом году. типа пейсера. Ага. Я его специально с собой беру для этого. Хороший пейсер, личный. Такого ни у Воспитала. кого нету. Воспитала. Какой зеленый город, да? Да. Единственное, в сравнении с Казанью. По шуму, кстати. Ну, Здесь, Казань да? помасштабнее будет. Казань что-то вообще переплюнула. Все, что можно. Ну, слушай, даже у нас в Тюмени на марафон выгоняют школьников, выгоняют людей, барабанщиков, гитаристов, то есть движуха идет. А здесь как будто бы по ощущениям, Может, слишком рано? да, в 7 утра никто не готов. Ну что же, легких ног. Удачного Давай, старта удачи тебе тоже. в Москве. Ну и здесь хороший результат показать. Увидимся. Первый раз бежите или нет? Нет, раз 5-6. О, отлично. А скажите, это всегда так кажется тихо? Или пока еще просто не раскачались Слушай, по болельщикам? по болельщикам, да, последние годы что-то как-то Да? сильно активно. В Перми там, и это еще были, Челябинск, там более как-то это масса. А это Смотрим, последние года или в целом как бы немного всегда Последние 2-3 выходило? года, наверное. Понятно. Раньше поактивнее было. Надеюсь, все-таки догонит эту тему. А в этом году первая это 20-ка, Мне половинки бегают. половинки. Ага. С какими целями? Да так, для себя больше удовольствие. Ну, из двух, Ну, из двух, да, типа вылез. того. Понятно. Ну, трассу переделали в этом году, видишь. Ну, она же почетным и нечетным, правильно? Вот в этом году сделали. Сейчас раньше, А раньше всегда выходила к Стелле, да? ну, были пару лет, как они системные. И как по ощущениям, когда за город выбегаешь по шоссе? В Слушай, в сравнении- городе лучше. Да? Там, наверное, просто затяжная такая трасса, никого нету. Посложнее эмоционально, наверное, да? Наверное, да.
Понятно. Вы 40 бежите? Да, на марафон, блин. Какой прохладный, классный ветерок. То, что нужно. Пока что все супер. Сейчас пробегаем место, где была регистрация вчера. И там же находится памятник Балабанову, трамвай. Очень интересный памятник, живой, потому что не каждый памятник позволяет людям с ним взаимодействовать. Что очень, кстати, ценно для искусства, потому что контекст может не позволять, ну, или просто потому что это культурная ценность. Ну, памятник отличный. Вижу у вас майка с московского полумарафона. Да, это В этом году бежали. в этом Как ощущение после него? было жарко. Жарко? Да. А здесь не будет? Не, здесь нормально. А вы отсюда? Не, с кургана. Вот, здорово. А это первая половинка или марафон? Марафон? Нет, половинка, Половинка. вторая официальная. Здесь, да? Нет, здесь первая. Первая. Первая была в Москве, официальная. А сюда почему решили приехать? Не знаю. Выбор решил. пал. Как обычно бывает, Ну, захотелось. с Москвы началось и погнали. А марафон? Тюмень, Врата Сибири, Курган и вот сюда. Половинки именно. Нет, в Кургане десятка, в Тюмени десятка. А марафоны будут? Нет, пока не будет. А почему? Пока не готов. То есть какое-то время запланировано, которое хочется сразу на марафоне закрыть, да? Ну, не хочется страдать больше 4 часов, поэтому Понятно. надо форму. Москва не показалась скучной? Наоборот, горки, которые я раньше не тренировал, сделал акцент потом на горках. Да, там, кстати, это отлично. Поэтому вообще понравилось. 15 тысяч человек на полумарафоне. Серьезное событие. Это да. Классная поддержка. Крутые мосты. Поэтому было здорово. Если будет возможность и желание, рекомендую еще в Казань съездить. Ну, да. Казань, ну, можно сказать, что на уровне. Даже в сомневаюсь. каких-то местах по поддержке она Москву чуть даже В перекроет. По Кургане вот ощущениям. такая поддержка. Приезжайте в Курган. Да? На десятке это было просто супер. В Кургане В следующем году будет полумарафон. А марафон будет в Кургане? Или Ну, не бегать? работают над этим. А, ну то есть пока нет. Да. Понятно. Хорошо. Спасибо. Буду ждать марафон. Замечательно. Здесь повеселее. Делитесь впечатлениями. Великолепно идет. А что бежите? 21. Хорошая дистанция. Здесь 42. Очень тяжело бежать. Поворотов много. Да, заметил. Так себе. Да? Ну, Это хорошо. легче бежать, когда у тебя полный круг. Качественно одобрили. Потому что мне как раз бежать 42. А, да? Да. Но прям там все так себе вот эти вот повороты. Может быть, сейчас полегче, без толпы будет. Ну да. Сейчас я вас догоню. Да, вода. Главное воду не пробежать. А то можно не добежать. А надо с собой брать. Мягкую Воду? бутылку. У меня питание только. А вот такие бутылки очень удобно. Ой, я не люблю, когда трясется вот это все, А болтается. она, знаешь, она такая плотная, ты её наливаешь, я бежала московский марафон. У меня вот бутылка была и гели. Ну, вот она у Офигенно. меня. Такая же, Когда как ты в карманах, конечно. А где сумки? сумка а одна где рюкзак? маленькая, там телефончик. Все. А какой по счету полумарафон? Ой, я и не знаю. Ну, то есть их много было. Ну да. А вы отсюда? Да. А расскажите по поводу поддержки. Она всегда такая? Или бывают времена, когда их больше или меньше? Мне кажется, она всегда примерно такая. Не сильно, мне кажется, поддерживают. Может быть, из-за того, что не проснулись? Или Может иные быть. какие-то? Ну, такие участки, которые есть по трассе. А, нет, когда забеги проходят вон там на плотинке, А это что за забег? РФ? это типа Девочки. небольшие, десятка. Ага. А, ну, зимний полумарафон, то там получается больше кругов одинаковых. 4 круга, допустим, полумарафон мы бежим. Туда-сюда 7 раз. Или сколько там получается. И там выходит больше. Но, да, там, потому что На количество площадь, участников. на площадь. Да. На площадь На бега. площадь, я понял. То есть там получается, что все люди стоят вдоль
трассы. И получается, что вроде бы как бы, может быть, народу столько же, а эффект круче. Особый кайф от поддержки. Ага. Это либо Казань, либо Москва. Да, я и Марафоны. там был. Вот в Москве мы бежали, смотри-ка, там вообще просто офигенно. Вот это вот самый лучший мой Да? забег был. То есть, если сравнивать Казань, Москву, то Москва обыгрывает Казань. Мне кажется. Да? Ну, мне кажется. Я не могу так категорично Есть ответить. вкусовщина, каждый же для себя выбирает. Кто-то приезжает в Казань и все, отдает свое сердце Татарстану. Да. Вот. А я бежала марафон. И отдали хотелось- сердце столицы. Мне хотелось кайфануть. Там был один круг, большой, и я кайфанула. Супер. Легких ног. Отправляйтесь. Я тут свою. Спасибо. Классное мнение. Есть что сказать? Доброе утро. Ответ. Доброе. Арис, меня зовут, я из Греции. Это мой 3-й марафон в Екатеринбурге. С него мой начался беговой путь. В 2024 году я пробежал первый раз. Что касается карьеры моей беговой, то у меня на счету уже 21 исполненных марафонов. Поздравляю. Да, среди них много различных стартов, достаточно раскиданных по всему миру. Есть мейджоры: Сидней, Бостон, Берлин, Лондон, Кейптаун. Выделите особенный. Вот какой по ощущениям эмоционально вот зашел в сравнении с другими. Есть такая возможность? Вот смотрите, у каждого спортсмена есть свой личный рейтинг стартов. Ага. У меня в рейтинге на первом месте стоит марафон во Флориде, в Америке. Ага. Он напротив мыса Канаверал, Space Coast марафон. А почему Екатеринбург Так. стал традицией? Теперь возвращаемся. Во-первых, я здесь работаю, хотя я сам из Греции, но Екатеринбург у меня особые чувства. И я бегу этот марафон, чтобы побыть поближе к членам своей команды. Я тренируюсь у тренера, который живет в Екатеринбурге. Но несмотря на это, Привет ему. российский старт Екатеринбург, он такой домашний для меня. Если честно, мне сегодня очень радостно видеть такое количество спортсменов. По сравнению с Казанью, в Москву мне не пришлось бегать. Казань действительно очень такой теплый, и у меня в топ-5 входит. Отлично. Легкий крок. Взаимно. Коридорчик из поддержки. Давай, 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 ребята! Вперед! Вода, вода, вода! Вода! Уже пробежали? Нет, сейчас. Как идет? Замечательно. Осталось чуть-чуть. У вас половинка? Половинка. Отличная дистанция. Да, рабочая? Всех узнаете. Вы отсюда? Нет. Откуда приехали? Пермский край, Березники. А Пермский марафон бежите или половинку? Половинку Пермский марафон. А расскажите немножко. У вас также там много людей или больше? Мне кажется, у нас больше. И атмосфера как-то Да? заряженнее, что ли. Энергичнее? Энергичнее. А почему сюда приехали? Так запланировано просто было? Да, отдыхаем. Слушайте, ну я тоже в этом же клубе состою, Да? который любит поездить по городам и посмотреть через город, как живет и чем страна. Конечно, это же отлично узнать всех, посмотреть. А с каким результатом идете к финишу? Хочется час 47. Получается? Пока да. Это личник будет? Да. Желаю вам дотянуть и получить заветную медаль именно с личным рекордом. Всё, Отличная цель. Спасибо. Ждем вас в Перми. Обязательно. Еще встретимся. Да. Активно.
группу, которую я преследую. В этом, собственно говоря, кроется весь мой интерес. Догнать и немного обогнать. Все, что нужно для получения удовольствия. Трасса, кстати, интересная. Мне нравится. Разворотов много. Но я думаю, что терпим. Хочешь быструю трассу, приезжай в Казань. Недаром там как бы рекорд-то сделали. Не просто так. Она реально быстро получается для всех. Как идет? Зашибись. А у тебя? Отлично. У вас половинка Значит, или марафон? молодцы. Марафон? Да, А, у меня тоже марафон. классно. Первый раз бежите, нет? Здесь третий. Вообще это у меня 253-й марафон. Какая мощная цифра. Гигантская, можно сказать даже. Да, сама в шоке. Поделитесь опытом. Как впечатление? С чем можно сравнить? Ужасно. Почему? Ну, какие-то странные повороты, развороты. Короче, Ну, это относительно спортивной трассы, а общие впечатления эмоциональные. классно. За марафон это праздник. Тоник? Даже когда он 230 плюс, да, все равно. 53. Чем больше, тем лучше. Движение жизни. Это правильно. Сколько лет заняло собрать такую гирлянду из марафонов? Это в основном с 2020 года, когда все марафоны перенесли на осень, и официальные марафоны были каждую неделю. И я поняла, что марафон раз в неделю – это классно. И сколько получилось марафонов за год? Вот в том году у меня получилось 55 марафонов, 15 из них официальные. Супер. А средний какой темп? Это разные марафоны. Лучший 3:25, а обычный марафон субботний 4,5 часа. Ну, то есть я никуда не спешу. Это так, прогулка. У меня только 7-й с Москвы. То есть начинается за год. Скорее всего, будет 8. Ну, классно. Официальных, как бы неофициальные. Я что-то не очень люблю бегать. Ну, то есть вы выходите каждый раз в субботу Да, там, в Если- компании или в одиночестве. если в воскресенье нет официального старта, в субботу я бегу сама. А почему вы решили такой объем сделать? Почему такой, ну, как бы выбор ментальный произошел даже? Меньшую дозу не кроет. Знакомо. А кроме бега, Я что-то юрист. еще? Нет, из, ну, Нагрузки? около экстремальных видов спорта. Что-то Огород. пробовали? Огород. Ну, тоже, на самом деле, если понаклоняться и тяпкой поработать, может где-то покруче марафона быть. Бежать легче, да. Легких ног. Спасибо тебе. Желаю не прерывать серию. Да, спасибо. Какой следующий официальный старт? Самарский марафон 23-го. Удачи. Спасибо. В Москву тоже приеду. Приезжайте. Грандиозная, конечно, цифра, что отражает напрямую качество характера волевой таких единиц. Эксклюзивная и неповторимая спортсменка. Медаль. Практически закрыли Финиш давали каждому половинку. А нам предстоит еще несколько кругов реализовать. Как ощущение у вас? Пока нормально. Как от первой половинки? Немножко тяжеловато. А с чем связано? С погодой? Погода, наверное, все-таки рассчитывал, будет попрохладнее все-таки. И по прогнозам должна была быть переменная облачность, а что-то вообще с самого утра. Даже дождем немножко пугали. Да. А как по ощущениям? Дождь лучше был? Я думаю, да. Да? Легкий дождь, он всегда лучше. Красавчик. Ага. Мозоли не страшны. Я уже бывалый. У меня уже их практически не бывает. Ну да, соглашусь, конечно, градус тяжелее переносится, чем влага. Особенно если он повышен. У нас еще и влажный же тут.
А вы У нас из поддержка. Екатеринбурга? Да. Ну, замечательно. Я каждый год бегаю. Поделитесь Марафон. впечатлениями вот от как меняется от года к году публика, вообще поддерживают больше, меньше. Что можете сказать? Ну, поддержки хотелось бы больше, потому что все-таки старт рано, и поэтому точек болельщиков как бы не так много. Допустим, Казань там, Но не все готовы, да. да, вставать в 7 утра и поддерживать марафонцев. А так, в принципе, с каждым годом народу все больше и больше. Город вовлекается в эту движуху, да? Да. Что не может не радовать, конечно. Ну и переезжают тоже. Да, я вот из Побольше. Москвы приехал. Да ты чё? Да. Решил Я в Москву. поддержать. Я на московский марафон еду. Приезжайте. За медалью Брикс. А, я ее получил вот в Питере. А я в том году пробежал и Казань, и Питер. Ага. А в этом году Казань только бежал. А Питер я что-то мне не понравилось. Вообще он мне не заходит, этот формат ночной. Ну да, он меняет немножко распорядок, если... С погодой там в том году бежали, там дождик шел практически все время. То есть все 4 часа, там 3,5-4 под дождем бежали. А тут трасса меняется каждый год. Предыдущие 2 года бегали до Стелл, Европа-Азия Да. по трассе. В этом А году это первый год изменили так? Или нет? Уже было. было уже, что по городу бегали. Но вот в традицию менять только с этого года, типа, да? Но они сейчас Или пока думают? в следующем году обещают снова до Стеллы в один круг. Ага. И обещают какую-то еще дополнительную медаль тем, кто побежал этот марафон и побежит Следующий, да? Ага. А как по ощущениям, раз такой опыт, что интереснее, город бежать, ну, или выбегать к Стелле? Ну мне вообще формат интереснее, где в один круг. Эмоционально по-другому, да? Не знаю, кому-то скучно кажется, там выбежал на трассу, там на Ну да, до разворота. тракт Ага. и бежишь, ну не знаю, мне нормально заходит. А с каким сейчас темпом идете? Ну, как бы сейчас 5 плюс-минус. Вообще как бы планировал быстрее, но что-то быстрее не получается. Вот. А какие цели? Ну, вообще, как бы у меня цель была из 3:30, но я ее сделал в Казани. А тут, думаю, сейчас 3:30, если сделаю, то будет очень, очень хорошо. По такой погоде и с таким количеством разворотов. Желаю легких ног, чтобы получилось удовольствие получить. И удачи на Москве, Ради удовольствия успеха. бегаю. Да, все такие. Какой памятник архитектуры. Тяжело, не? Жарко? Классно. Сейчас эта десятка подойдет к концу. И на 30-м получится. Ускорюсь. Как дела? Не скучаете? Не город, а золото. 3:30. Очередной раз. То есть они не убегают, а я не догоняю. Какой красивый домик. Я вчера здесь гулял. Нагулял. Десятку, что ли. Пришел домой. План был такой. 10 нагулять. Ну, там плюс-минус. По центру. И завалиться спать. Чтоб вырубило. Потому что, конечно, то, что в Москве сейчас на 2 часа раньше, особенно когда это утренний старт, сказывается. С красными глазами стал. Ну ничего. О! И у нас есть поддержка. Тоник. Вода в конце. Тоник. Тоник тут тоже. Пускай будет вода. тоник. У нас Женя бежит первый свой полумарафон. Как, Жень? Хорошо, легко, Легко. наслаждение в этом южном Екатеринбурге. Да, классно. И такая атмосфера навсегда на этих стартах. Заряженная. Люди, объединенные одной такой идеей, Целью, да. целью.
Это очень заряжает и вдохновляет. Поэтому Да. приезжайте, мы к вам вот на московский марафон хотим. Да, сейчас Приезжайте, Только что конечно. обсуждали. Я уверен, то, что получите массу удовольствия от масштаба и количества бегунов. Да. Вас это должно марафон впечатлить. бежите или полумарафон? Да, я бегу марафон. Марафон. А вот ты на- уже второй круг, да? Да, он заканчивается. По-моему, заканчивается у меня 3-й. Да? И нужно еще 1. Ага, класс. Ладно, вам хорошо А. добежать. Половинка у вас первая, да? Уже Да, не у меня первая. первая, да. Не первая. У меня не первая, А, у уже вас не не первая. Первая, да. А почему решились именно на половинку? Федор Ну, надо Попов расти. встает с красивым девчонкой. Это ж как наркотик Ведет какой-то затягивает. репортаж. Десятки у меня уже много. Решили так. А я с Женей за компанию. Замечательно. Поддержать. А если опыт уже есть по десяткам, как вам поддержка? Поддержка какая? Ну, здесь, по ощущениям. Ну, бывает поддержка мощнее. У нас вот 5 верст, у них хорошая поддержка. А так, что-то сегодня особой поддержки-то и нету мощной. Бывает мощнее. Обычно на стартах, ну вот я много на трейлах участвую, там просто волонтеры невероятно заряжены идеей. Вот. Но здесь в целом тоже классно, когда ты бежишь по улицам города, по которым ездят автомобили когда-то, а здесь все для тебя закрыто. Да. Это интересная история. Я желаю вам отличного финиша, Спасибо. получить максимум удовольствия. Отлично, что вышли. Спасибо. Выходите еще, агитируйте. Это замечательно. Бегать всегда приятно. Спасибо, вам тоже классно добежать. Спасибо. Легких ног. Они также двух команд единиц. Ускориться надо. Чуть-чуть. Сейчас разворот и на последний круг. Буквально чуть-чуть. И пейсеры видны внутри 30. Вселяет надежду. Может, я подтянусь до них на последней десятке. Главное не сжечь все силы до финиша. Самый чистый пункт питания. Здесь так все строго. Как только я стаканчик кинул, сразу про мусорку напоминают. Молодцы. Будем считать, что 34. Значит, осталось 8. По ощущениям, как раз это вот точка такая существенная для марафона. Но усталость уже накопилась. Плюс жара увеличивается. Ничего не меняется. Мне кажется, мы здесь разминулись с 3:30. В прошлый раз. 5 верст замыкаете. Да. Как замыкается? Отлично. Вы все такие классные, крутые вообще. Мы только рады с вами бежать. Да? Да. А мы с вами рады с вами пообщаться. Поделитесь впечатлениями. Ой, это круто. Да? С нами бежали еще ребята, они были инвалиды. Ну, без руки. Я просто... Ну, Да, поражаюсь. мощные ребята. Это вообще... Это такая мощь. на ногах получается. Да, один на протезах на ногах, и он, прикиньте, он бежал 10 километров. Сразу Это чувствуется просто. дух. Да. И потом ты про себя думаешь, в смысле ты не можешь пробежать вот эти какие-то даже 5 километров, если они бегут, преодолевая себя десятку. Это вообще Хорошая мотивация, да. Пример их заразителен. Да. В хорошем смысле. Где-то там веселая группа поддержки. Сейчас мы их зацепим. Ну что, прощаемся? Да. Все, уже не увидимся. Да, пока. Давай. О. Спасибо за поддержку. Марафонцы! О, чувствуется. Финал близок. Хорошо. Как идет? Бежим налегке. Какая по счету? Десятка. Много их было?
Нет, первая. Первая? Да. А почему решили выйти? Просто спортивный интерес. Вы отсюда, из Екатеринбурга? Нет. А откуда? Привет, привет Тагилу. Привет, Агила. Сквозь десятку интересных финишировать. А чё бежите? К чему бежим? Финишу на десятку? Да. Молодцы. Кайф. А вы? Без А я напрягов. к финишу 42. Вау, кайф. Ну, здесь обычно не шутят. Можно же проверить. Как-то очень бодро выглядите для 42. Это какой Да? километр? Ну, как бы осталось, наверное, 3, ну мы же 4. вместе Да. финишируем, получается, да. А какая по счету десятка? Ну, вообще, первая. Да. Супер. Не первый раз встречаю людей, которые первую десятку бегут. Расскажите, почему решили? А почему бы нет? Правильно. Что-то мы бежали 4, потом догонялись. Мы сначала Да. смеялись про кризисы в этой жизни, Ага. потом начали бегать. Потом плакали. То есть бег на какие-то вопросы внутренние открывает ответ, правильно? Да? Верно? Нет, у меня нет такого. У меня не бег открывает ответы. Ну, эмоциональное состояние после тренировок и после вот таких Кайфово, кайфово. Конечно, да. То есть 100% чувствуется какой-то заряжает. позитив от людей. Так. Есть, Понятно. есть. А вот эти десятки, ну или там меньше дистанции, здесь были? Всего из Екатеринбурга? Да. Ага. О, мне нравится в Черногории трасса, очень красивая. Они, наверное, холмистые там. Нет? Ну, если мы про бег, да. Да, про бег говорим. Там очень красиво. Ну, вот в Каше Ксюша тоже бегала. Я бы Неделю Я назад бы не побежала туда еще раз на марафон. Очень красиво, но Очень тяжело. вертикально вверх, вертикально Запасные вниз. колени с собой нужно обязательно брать. Тебе нравится больше красиво. холмистая, с горами, с пейзажами, да? Да. Да, это Видно, супер. А дистанцию будете увеличивать? Или десятка это кайф и оставим Мне пока? кажется, что пока, чтобы не портить впечатление, не насиловать организм, можно остановиться. Правильно. Пойдем, да? Все, Ну, что давай добежим, в меру. а там уже, да. Я думаю, что... Легких ног, Да, спасибо добежать, вам. получить удовольствие и еще выходить на старты, не терять интерес. Ну что, финиш? Осталось 2 километра. Трасса зашла, развороты меня не напрягали. Чем-то даже понравились. Но я не скоростной, поэтому чем мне жаловаться? Плюс я здесь не для того, чтобы рекорды устанавливать. Здесь каждый метр тяжел. Ну вот он финиш. Приятный, кайфовый. Абсолютно заслуженный. Итак, 7-й марафон за год будет закрыт через метров 30. Ура! Фу! Как всегда, полон эмоций. Даже то, что силы на бег израсходованы, все равно есть силы поделиться впечатлениями. А впечатлений здесь много. Урал богат на впечатления. Спасибо ему за это. Гостеприимен, вежлив. Поначалу немного молчалив, но так бывает со всеми, не только в Екатеринбурге. Поздравляю вас. Марафон же? Да, Спасибо. марафон. Давайте удостоверимся. Вот 42. Давайте пятерку. Давайте пятерку. Десятка дальше. Магнитик берешь, он откладывает. Спасибо. Десятка дальше. Все, удачи вам. Ходите дальше. Спасибо вам за работу. Дарить положительные эмоции, как всегда. Ива Тюркин! А ты что, сзади бежал? Ну, ты спереди бежал? Чуть-чуть догоню, а потом отпущу. В этом был интерес. С людьми тоже бежим, разговаривать не могут. Сначала говорят, а потом все. А ты как, говорит, всю дистанцию разговариваешь? А вот ты тоже как бежишь, снимаешь? Тоже это нравится? Ну да, чтобы было повеселее. Валерий Попов! Спасибо. Давай, Петюня.
Посмотрел время, с трудом нашел. Ну, нашел. Время по чипу 3:30 и сколько там секунд. Боюсь соврать, поэтому сейчас не назову. Наталья Храмова, пожалуйста. Ну, 3:30 стандартное время для меня. Либо за нее вас ждет ваш... Этот марафон отличается по количеству героев, которых удалось поймать на трассе и с кем удалось пообщаться. Мне показалось, что диалоги интересные получились. Поэтому замечательно, что и получилось выдержать при таких как бы остановках и сбросах темпа, выдержать свой обычный стандартный темп. Мероприятие замечательное, погода в Екатеринбурге шикарная. Все располагает для того, чтобы отдыхать, получать массу удовольствия от мероприятия, от пробежки, от людей, от города. Ведь он тоже постарался. Спасибо организаторам, волонтерам, спасибо участникам. Было интересно. Спасибо городу Екатеринбург. Так как для меня это первое посещение этого города, я тронут его размахом. Круто здесь. Обязательно приеду еще.